характер. Да купи ты ей это платье. А, и ты туда же. Жалко тебе, что ли? Да куплю я, куплю. Только найду фасон, который носили 300 лет назад. Современные платья Марта считает слишком откровенными. Да, может... Все, закрыли тему. Куда пойдем? Я тут неподалеку знаю один уютный склеп. Хватит на сегодня склепов. Теперь моя очередь выбирать место. Что ж, это справедливо. Веди. Погоди-ка. А ты того не слишком. Ничего, зато кости разгрызать не придется, и мясо помягче будет. Лучше помоги отнести тушу и дров набрать. Здесь пещерка есть неподалеку. В ней дождь и переждем. Вот дикарь. Падальщик большой попался, не скоро прожарится. Тархол, ты бы почитал пока что-нибудь из той книги? И в самом деле. История 4. Пленники пустыни. Бескрайняя пустыня Варант. Палящее солнце и раскаленный, как уголь, песок. Здесь, на границе с Миртаной, и расположился передовой отряд, посланный генералом Ли на подмогу королевской армии, сражающейся с ассасинами. Я доверяю им. Орки и ассасины, прихвостни Белиара. Положение миртанцев в этой войне довольно тяжелое, и армия короля Рабара II несет огромные потери. Но что еще эти бравые мужчины могут сделать? Они ведь просто солдаты. А это рядовой арбалетчик королевской армии. Уснул на посту. Не выдержал тяжелого дневного перехода под изнуряющим солнцем. За такое и в мирное время можно оказаться на каторге. А теперь его ждало только одно — виселица на ближайшем дереве. Но иногда спасение может прийти оттуда, откуда его совсем не ожидаешь.
Вставать, миртанский собак! Идти! Идти! Грим. Что? Грим, зовут меня так. А я Драго. Где это мы? В Амарне, на рынке рабов. Как ты в плен попал? Уснул на посту, потом не помню. А ты? Во время охоты погнался за подранком варана и попал в засаду к этим ублюдкам. Ассасины? Нет, это просто кочевники. Но не те нормальные, которые Адонусу поклоняются. Эти поклоняются Белиару и промышляют работорговлей.
слушать миртанский собак. Это ваш хозяин. Вы его теперь уважать и приказы выполнять. Меня зовут Мельхор. Я местный алхимик, и вы теперь принадлежите мне. Я не жестокий человек, и если вы будете послушными, то обращаться с вами стану хорошо. Это мои слуги, их указания вы тоже будете выполнять. Вымойте их, а то воняет как от гоблинов, и выдайте одежду. Ну, что скажешь, приятель? А чего тут говорить? Лучше б меня повесили свои, чем угодить в рабство к проклятому варанскому живодеру. Ну уж нет, я просто так вздыхать не собираюсь. Рано или поздно все равно вырвусь на свободу. Ты со мной или сразу сложишь лапы? С тобой чего мне терять? Это верно. Терять нам нечего. Будем первое время изображать усердие, чтобы эти твари расслабились. А там посмотрим, как сбежать отсюда. Эй, друг, ты как, с нами? Ты кто и как тебя звать, кстати? Моряк я. Акульим зубом кличут. Да, я с вами, если что. Эй, чего расшумелись? А ну спать!
Я узнал, что под городом есть катакомбы. В них никто не спускался с тех пор, как там завелась какая-то нечисть. Откуда знаешь? На базаре разговор подслушал. Это важная новость. Катакомбы должны вести за пределы городских стен. Можно уйти незаметно. Надо только раздобыть оружие и собрать припасов. Соображаешь. Без оружия, еды и воды нам в пустыне не выжить. Правда, слухи о нечистой силе в катакомбах наверняка появились не на пустом месте. У этих Белиара-поклонников легко заведется любая гадость. Кажется, я знаю, где может быть вход в катакомбы. Видели ту дверь в подвал, защищенную магией? Это же неспроста. Ах, может, ты и прав. Но наверняка мы ничего не знаем. Это верно. В любом случае, стоит начать готовить припасы и раздобыть оружие, так чтобы слуги не заметили. Заодно надо узнать, как отключить магическую защиту. Я для них всего лишь ремесленник. Темные маги смотрят на нас, словно мы рабы или невежественные кочевники. Что поделаешь, мой друг? Этим городом правит темный маг Тартарон. Да продлит Белиар его дни. Мы должны подчиняться, если не хотим, чтобы он прислал к нам своих убийц или сотворил чего-нибудь похуже. Только магическая сила, дарованная владыкой ночи, может дать власть над людьми. Поэтому я просто торговец пряностями. А ты алхимик. А кто сказал, что обладать магической силой может лишь Тартарон? Чем он такой особенный, что только ему позволено толковать волю Белиара? Опасные речи ты говоришь, мой друг. Опасные и бесполезные. Слова не наделят нас магической силой, а вот навлечь беду могут. Это не просто слова. Я нашел старую рукопись, в которой говорится о смерти мага Коглистра, который жил в Уджаре в прежние времена. Это был страшный человек, и умер он нехорошо. А похоронили его в катакомбах, где-то под нами. Ты хочешь сказать? Да, если призвать его, то можно получить огромную магическую силу. Это очень опасно, но может получиться. Только потребуется жертвенная кровь. Много крови. За этим дело не станет. Я подслушал разговор Мельхора. Он собирается провести ритуал и призвать какой-то дух. А для ритуала ему понадобится много жертвенной крови. Это плохо.
Я уже догадываюсь, чья это будет кровь. Тогда нам надо действовать быстро. Счет идет буквально на дни. Ваша задача сегодня — очистить от хлама подвальное помещение. До вечера должны управиться. О, почтенный Мельхор, меня прислал к тебе великий Тартарон. Велел узнать, все ли у тебя в порядке. Не случилось ли чего? Не нужна ли помощь и защита? Слушай, нужно поторопиться. Проклятый Тартарон что-то заподозрил. Каким Белиаром он смог что-то разнюхать? Надо сообщить остальным о начале церемонии. Хозяин доволен нашей работой сегодня и всех нас угощает. Откуда ты узнал, что вино пить нельзя? Нетрудно догадаться. Прежде наш дорогой хозяин вино, да еще и хорошее, на нас не тратил. Заперто. Похоже, ритуал состоится сегодня. Я думаю, у нас есть только один выход — притвориться спящими. Верно.
Дождемся начала ритуала и попробуем прорваться в катакомбы. Где находится рычаг, открывающий решетку, мы уже знаем. Думаю, когда явится призрак, нашему дорогому хозяину станет не до погони, и у нас будет время убраться подальше. Ой, Иннос, это же безумие. Есть другие предложения? Нет. Похоже, вы правы, и другого шанса спастись у нас нет. Так, притворяемся спящими и не шевелимся, пока не появится призрак, или они не соберутся приносить нас в жертву. Так, берите их по одному и относите в подвал. Только осторожнее, чтобы они не проснулись. Ну что, этих мы сейчас прирежем или после? Нет. Кровь в основном потребуется, когда мы станем заключать сделку с Каглистро. Для вызова нужно совсем немного. Думаю, хватит старого слуги. Прости, мой верный слуга. Ты всегда так старался угодить мне. Сегодня ты сослужишь свою последнюю службу. О, Белиар. Скорее! Начинаем! Sana el Señora, Ei Ihibo Caglistro. Гадим Яра Адина Сан el Señora. Olumun efendisi, sana avarum. Otama Ihibo Caglistro.
Ты меня потревожил. Приветствую тебя, о великий Коглистра. Мы хотим заключить с тобой сделку. Сделку? Да, сделку. Поделись с нами своей магической силой и знаниями в темных искусствах, а мы напоим тебя кровью молодых рабов. Кровь. Да, кровь. Остальное получишь только когда мы договоримся. Вот как. А что мне мешает самому взять кровь этих рабов, а заодно и вашу? Ты не можешь покинуть магическую фигуру. В самом деле? А может быть, стоит попробовать? Выпустите меня отсюда! Остановите его! Тащи его к пентаграмме. Думаю, уважаемый Коглистра не откажется от лишней порции крови. Держите их!
Как ты? Лучше не бывает. Эй, Драго, приятель, у тебя волосы посидели. После того, что мы пережили, не удивлюсь, если моя задница тоже посидела. Где это мы? Одно ясно, что за пределами города. Вы кто такие? Беглые рабы? Нет, мы свободные люди. Еще раз обзовешь нас рабами, сдохнешь. Мы тоже свободные люди. Никому не подчиняемся, кроме Адоноса. Меня зовут Хасан. Идемте с нами. Мы накормим вас, а потом поможем добраться до побережья. Там вы сможете уплыть куда захотите. Куда направимся, Драго? Куда-нибудь подальше отсюда.
Моряк я, акульим зубом кличут. 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 Мне не на что жаловаться. Спасибо, что спросил. Может быть, я сяду где-нибудь и стану фермером? Я устал от сражений. Настали тяжелые времена. Я поговорю с ними позже. Может, им пригодится хороший воин. Ты сделаешь это для меня. Но что бы ты ни говорил ему, имей в виду, я не хочу никаких проблем. Хорошо? Это он сказал тебе? И Инос, рассудив мудро, сделал это. Так ты говоришь, акулий зуб был твоим другом? Больше, чем другом, побратимом. Мы вместе когда-то начинали и через многое прошли. Так что было дальше? В катакомбах мы столкнулись с нежитью. Отступать было поздно, завязался бой. И в этот момент нас настиг призрак того дохлого колдуна. Он наложил на Зуба какое-то заклятие. Я видел, как у Зуба почернела кожа, и взгляд стал стеклянным. В конце концов, нам удалось оторваться от нечисти, но Зуб... он не выжил. Думаю, он стал одним из них. Ладно. Как бы там ни было, я рад, что мне удалось наконец вас отыскать. Теперь я хоть знаю, как умер акулий зуб. Драгомир и Гримбольд, рад был повстречаться с вами. Ты лучше скажи, как такой известный пират, как ты, смог пробраться в город? Я видел объявление с твоим портретом. За тебя назначена кругленькая сумма. Так, один сообразительный паренек помог.
Привет. Ты кто? Драгомир? Для друзей Драга. Что ты делаешь здесь? Ну, ночлег в таверне слишком дорог для меня. Вот почему я и живу здесь. Так сложилась жизнь молодого мертанского арбалетчика. Возможно, он совсем иначе представлял себе свою судьбу. Но мы все пешки в божественных замыслах, и никто не может знать, какой жизненный путь ему уготован. Неплохая история. Однако пора спать. Архол! Нельзя же так пугать. Ты что, вот так всю ночь и простоял? Конечно. Я же нежить. Мне спать не надо. А вот ты здоров дрыхнуть и жрать. О, кстати, на завтрак ничего не осталось? Нет. Жаль. Тогда, может, на охоту сходим? Пошли. Да, это они. Вон тот чуть не убил меня жутким заклинанием тьмы. Еле шнапсом отпоили. А потом меня еще наемник какой-то обобрал. Говорят, какой-то Лар-Кар... Не помню имя. Вы двое! Следуйте за нами! Это еще куда? Вас желает видеть Верховный Маг Круга Огня. Чего ему от нас надо? Хватит вопросов! Он сам все расскажет. И не советую хвататься за ваше оружие, а то от вас и пепла не останется. Ладно, Мак, сегодня твоя взяла. Веди. Довольно! Пошутили и хватит. Идем!